Итак, после критики предыдущих попыток расшифровать значение загадочного числа 153 в рассказе о чудесной ловле рыбы в последней главе Евангелия от Иоанна, давайте разберемся, что это число означает на самом деле. Как я объяснял в моем предыдущем видео, поскольку буквы алфавитов древних языков, таких как греческий и иврит, также обозначают числа, можно вычислить числовое значение каждого слова как сумму числовых значений его букв. Изучение числовых значений слов называется изопсефия или гематрия. В реальности слово гематрия объединяет две совершенно разные идеи. Во-первых, вы можете использовать числовое значение слова в качестве шифра, сообщая его своим читателям и предлагая им угадать исходное слово. Лучшим примером этого является число 666 в книге Откровения, которое представляет собой числовое значение на иврите фразы «Цезарь Нерон». Второй тип гематрии – это вычисление числового значения некоего важного слова, например, имени, чтобы либо доказать, что это число само по себе каким-то образом символично, либо что оно равно числовому значению другого важного слова. При этом равенство числовых значений двух слов считается символом некой мистической связи между этими словами или неким божественным знаком. Например, утверждение в Евангелии от Матфея, что до Иисуса было трижды 14 поколений, где 14 – гематрическое значение имени царя Давида, как бы дополнительно символизирует происхождение Иисуса от Давида. Но второй тип гематрии имеет смысл только в том случае, если вы изучаете число, которое уже присутствует в каком-то значимом имени или событии, и не имеет смысла, если вы сами вставили это число в ваш текст или если оно связано с чем-то таким незначительным, как ловля рыбы. Таким образом, загадочное число, которое автор вложил в текст сам, без каких-либо пояснений и явных связей с чем-либо еще, не может быть символическим типом гематрии, оно должно быть шифровкой какого-то важного слова. И если рассуждать логически, что еще можно в принципе зашифровать в виде большого точного загадочного числа в конце книги, без каких-либо пояснений, кроме имени ее автора? Или давайте обратимся к истории и выясним, какие слова на самом деле люди кодировали с помощью гематрии. За пару веков до того, как Пифагор научил своих последователей обращать внимание на символизм чисел, и даже до того, как были изобретены сами слова изопсефия и гематрия, самым ранним известным примером использования числовых значений слов была ассирийская надпись царя Саргона II, датированная 8 веком до нашей эры. Царь построил стену Хорсабада длиной 16 283 локтя, что соответствует числовому значению его имени. А самый известный пример гематрии – это имя Цезарь Нерон, зашифрованное в виде числа 666 в книге Откровения. Третий известный пример – граффито в Помпеях на греческом языке, гласящий «Филоэс арифмос фи ми эпсилон» – «Я люблю ту, чье число 545». Он датирован ранее 79 года нашей эры, то есть с точностью до пары десятилетий около времени публикации Евангелия от Иоанна. Обратите внимание, что все три примера являются именами, и это не совпадение. Как я упоминал в моем предыдущем видео, нет смысла шифровать какое-то абстрактное слово или фразу как число, просто потому, что существует множество других слов или фраз, тоже соответствующих этому же числу. И таким образом ваши читатели даже не смогут узнать, действительно ли они угадали ваши зашифрованные слова или сами придумали новую фразу с тем же числовым значением. Представьте себе, что мне пришла в голову некая гениальная идея. Я записал ее в виде предложения, но вам сообщил только то, что оно содержит 77 букв. Сможете ли вы угадать мое предложение? Я уверен, что если вы постараетесь, то сможете придумать много предложений из 77 букв, и некоторые из них будут действительно интересными. Но вряд ли одно из них совпадет с моим, и даже если вы каким-то чудом угадаете его правильно, то как вы узнаете, что угадали правильно? И что может быть для меня причиной в серьезной книге загадывать подобные загадки, вместо того, чтобы прямо рассказать вам мою идею? Кроме того, в случае числа 153 фраза должна быть очень короткой. Поскольку численные значения большинства греческих слов и даже каждой буквы, которая в греческом алфавите стоит после буквы ро, превышают 153.
С другой стороны, есть много случаев, когда вам нельзя прямо упоминать чье-то имя, но вы хотите, чтобы ваши читатели его угадали, и тогда вы можете сообщить им численное значение этого имени и дать им подсказки относительно того, имя какого человека вы зашифровали. Вы можете спросить, а могло ли 153 вообще не иметь ничего общего с гематрией? Может быть, это номер чего-то важного, к чему автор хотел привлечь наше внимание. Но что это могло быть? Древний мир не был настолько полным чисел, как наш. В книгах не было номеров страниц, потому что у них вообще не было страниц, они были свитками. В Библии не было номеров глав и стихов. Они появились и прижились между 13 и 16 веками. Нельзя было посчитать и пронумеровать строки в конкретном издании известной книги, потому что книги переписывались вручную и строки менялись от одного экземпляра книги к другому. Нельзя было даже посчитать слова, потому что они писались без пробелов и переписчики могли их пропускать или добавлять свои. Это не мог быть чей-то адрес, потому что не было номеров домов и квартир. Но даже в современном мире, как можно найти некий неизвестный 153 объект без дополнительных подсказок, объясняющих, что это за объект и где его искать? А если 153 это не номер чего-то, то это должно быть числовое значение какого-то слова. А какое еще слово имеет смысл зашифровать в конце книги без каких-либо комментариев, кроме имени ее автора? Прямо тут же в истории о ловле рыбы в Иоанна 21:2 нам дается список 7 учеников Иисуса в лодке, а 5 стихами позже в Иоанна 21:7 нам сообщается, что один из них был тем самым любимым учеником, то есть автором Евангелия, что должно вызвать у нас естественное любопытство, который из 7 людей в лодке мог им быть. И это единственная тайна в этой истории. В ней нет другого человека или объекта, личность которого хотел бы узнать каждый читатель. А 4 стихами позже, в Иоанна 21:11, мы видим наше загадочное число 153. Вы можете спросить, но зачем кому-то шифровать имя автора в тексте Евангелия? Как я уже говорил, я считаю, что автором последней главы был ученик апостола Нафанаила. Его учитель-апостол оставил ему черновик Евангелия и, естественно, запретил переписывать его и рассказывать о нем другим, чтобы черновики и окончательный вариант книги в итоге не распространялись параллельно, сбивая с толку будущих читателей. Спустя десятилетия, когда ученик понял, что его учитель-апостол погиб прежде, чем успел опубликовать свое Евангелие, он немного отредактировал его, стараясь, однако, сохранить слова любимого ученика Иисуса без изменений, дописал последнюю главу и опубликовал. Но поскольку в Евангелии не упоминается имя написавшего его апостола, и поскольку его ученик, скорее всего, пообещал никому не рассказывать о том, что его учитель написал Евангелие, ему надо было сделать трудный выбор. Либо он мог буквально исполнить обещание, данное своему учителю, опубликовать его блестящий шедевр анонимно и сохранить имя автора в секрете до конца своей жизни, став тем самым причиной того, что его учитель никогда не получил бы должного признания за самый важный труд своей жизни, либо он мог рассказать всем, что это его учитель написал Евангелие, гарантируя, что автор Евангелия получит заслуженное посмертное признание за свой труд, но тем самым нарушая данное ему обещание. А что делали древние люди, когда они хотели сообщить другим некое имя, но не могли произнести его вслух? Что сделал автор Апокалипсиса с именем императора Нерона? Или что сделал юноша из Помпеев с именем любимой девушки? Они зашифровали эти имена как числа и позволили окружающим догадываться самим. И точно так же ученик апостола Нафанаила упомянул его имя в Иоанна 21:2 как одного из 7 человек в лодке, сообщил нам, что один из них был автором Евангелия и 4 стихами ниже зашифровал его имя как загадочное число 153. Но здесь ученик апостола должен был столкнуться с другой проблемой. Если бы он просто написал числовое значение имени автора, то это было бы настолько очевидно, что с таким же успехом он мог бы написать и само имя. В Евангелии сообщается, что автором был один из 12 апостолов, к тому же не Петр и не Иуда. Его первые читатели, очевидно знавшие греческий язык и числовые значения греческих букв, могли просто просмотреть список имен 10 апостолов
и за считанные минуты найти автора. Я уверен, что они могли бы это сделать даже по памяти. Чтобы быстро оценить в уме числовое значение слова, надо просто начать с тех его букв, которые расположены ближе всего к концу алфавита, поскольку они имеют самые большие значения. Например, две буквы «ни» плюс лямбда в имени Натанаэль равны 130, а все имя равно 150. Омега плюс сигма в имени Иоаннес равно 1000, а все имя равно 1119. 3 омикрон плюс ро плюс сигма в имени Варфоломеос равны 510, а все имя 603. Итак, чтобы угадывание имени автора Евангелия не оказалось делом нескольких минут, чтобы добавить в этот процесс хотя бы некую неопределенность и загадочность, автор последней главы должен был использовать какой-нибудь шифр. И самый простой и очевидный шифр – прибавить к численному значению имени некое число, так называемый ключ шифра, который должен быть где-то поблизости, чтобы мы могли легко его найти. Самым известным шифром в Римской империи первого века, вероятно, был тот, который примерно на столетие раньше Евангелия использовал Юлий Цезарь. В своих зашифрованных письмах он сдвигал каждую букву на 3 позиции. Автор, образованный человек, родившийся и живший в Римской империи, скорее всего слышал о нем и мог ожидать, что о нем знают его читатели. Так почему бы ему тоже не использовать 3 в качестве ключа? Простое и символичное число. И если оно подошло Цезарю, то наверняка сойдет и для нас. Или мы можем посмотреть на это с другой точки зрения. Автор последней главы мог намеренно оставить нам ключ прямо в тексте своей главы. Как вы сами можете убедиться, в последней главе Евангелия, кроме числа 153, есть всего 3 числа. 2, 3 и около 200 локтей. В лодке находилось 7 человек, но число 7 не упоминается явно. Около 200 встречается один раз и слишком неопределенное. По сути, это даже не число. Число 2 встречается дважды при упоминании 2 неизвестных людей в лодке и как слово «второй». Число 3, трижды упомянутое явно как слово «третий», «тритон», и несколько раз неявно, выходит победителем. Это, безусловно, самое заметное число в последней главе. В стихе 21:14 говорится: «Это уже в 3-й раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых». В стихе 21:17 Иисус говорит ему в 3-й раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в 3-й раз спросил его. Имя апостола Нафанаила из Каны Галилейской, стоящее на 3-м месте в списке апостолов в лодке, является самым длинным и заметным, а также состоит из 3 частей – имя, город, провинция. Иисус 3 раза спрашивает Петра, любит ли он его, Петр 3 раза отвечает, и Иисус 3 раза утверждает его как верховного апостола. Обратите внимание, что если автор хотел сообщить нам, что в лодке было 7 человек, из которых 2 были неизвестными, то он вынужден был использовать либо число 2, либо число 7. А вот число 3 появилось трижды чисто по выбору автора. Он не обязан был сообщать нам, что это было именно 3-е явление Иисуса. Мы могли посчитать это сами. И не обязан был повторять слово «третий» дважды в 17 стихе. Также он мог не делать именно 3-е имя в списке учеников Иисуса в лодке самым длинным. Итак, если автор последней главы хотел оставить нам в своем тексте какое-то число в качестве ключа к шифру, у нас нет другого кандидата, кроме числа 3. И, кстати, если увидев в списке людей в лодке упоминание о Кане Галилейской, мы решим вернуться к первому упоминанию Каны в Евангелии, то в Иоанна 2:1 мы опять увидим число 3. Теперь на 3-й день была свадьба в Кане Галилейской. И здесь тоже оно появилось без особой надобности. Непонятно даже, от чего отсчитывается этот 3-й день. Если это день недели, то зачем он нам нужен, когда мы не знаем даже год и месяц свадьбы? Или это следующий день после ранее упоминавшегося на другой день? Или это означает, что молодожены и их родители были праведными иудеями и соблюли некий обычай? Но что нам с этого, если мы не знаем даже, кем были эти молодожены? То есть, либо Нафанаил, как автор Евангелия, тоже очень любил число 3, и его ученик мог использовать 3 в качестве ключа шифра в последней главе в память о своем учителе, либо автор последней главы добавил еще одно слово «третий» во 2 главе при окончательном редактировании. Но по какой бы причине мы не решили использовать 3 в качестве ключа, если мы добавим его к числовому значению имени Нафанаил 150, мы получим наши 153.
Я составил таблицу числовых значений имен и прозвищ каждого из 12 апостолов. Даже без всяких аргументов, просто взглянув на таблицу, вы увидите, какое имя и число выглядит особенным. Нам даже не нужно добавлять отчество вроде Иоанн, сын Зеведея, или родной город, как, например, Петр из Вифсаиды, потому что числовые значения всех имен и прозвищ апостолов, кроме одного, намного больше 153. Единственное имя, чье значение меньше 153 и самое близкое к этому числу, это имя Нафанаил, Натанаэль, чье значение равно 150. Следующие наименьшие числовые значения имен или прозвищ апостолов: 299 у Фаддея, 340 у Матфея и 361 у Андрея. Максимум 1119 у Иоанна. Если вы не верите мне и думаете, что в тексте последней главы или даже всего Евангелия легко найти другой ключ для другого имени апостола, настолько же выразительный, насколько число 3 буквально разбросано по тексту последней главы, попробуйте сделать это сами. Итак, вот вам ответ. 153 равно числовому значению имени Нафанаил 150 плюс число 3, которое является его номером в списке людей в лодке и самым заметным числом в последней главе Евангелия и ключом к самому известному древнему шифру. Опять же, если вы спросите, почему автор последней главы не мог просто написать 150 рыб, я отвечу, потому что тогда это было бы слишком очевидным для его греческих читателей, которые буквально видели имя Нафанаил, равное 150, всего на несколько строк выше количества рыб. Но сдвинув это число на 3, автор последней главы и сообщил, и не сообщил нам имя автора Евангелия. Имеющие уши слышать, да услышат, остальным остается свобода сомневаться. И есть еще один важный момент. Оба числа, и ключ 3, и количество рыб 153, являются треугольными пифагорейскими числами. И это не такое уж слабое достижение. Например, ни одно из имен или прозвищ апостолов в приведенной таблице не является треугольным числом. Скорее всего, сам Нафанаил, как знаток греческой философии, несомненно знакомый с пифагорейскими идеями, заметил, что числовое значение его имени равно разности двух пифагорейских треугольных чисел 153 и 3, и поделился этим со своим учеником, написавшим последнюю главу. На этом я заканчиваю основную часть этого видео, но хочу поделиться с вами еще одним моим открытием, касающимся имени Нафанаила, числа 153 и пифагорейской символики. Пифагор и его последователи были первыми древнегреческими философами, которые обратили внимание на индивидуальные числа, которые для них имели не только математические, но также символические и даже духовные свойства. При этом одна пара чисел, 220 и 284, называемая дружественными числами, выделялась особо как символ дружбы. Утверждается, что Пифагор даже сказал: «Друг – это мое второе «я», как числа 220 и 284». И друзья использовали их в качестве амулетов более 1000 лет, вплоть до Средневековья. Математически дружественные числа определяются просто как пары чисел, у которых сумма собственных делителей каждого из них равна другому числу. То есть 284 делится без остатка на 1, 2, 4, 71, 142, сумма которых равна 220, а 220 делится без остатка на 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, сумма которых равна 284. Пифагорейцы знали ровно одну такую пару чисел, а другие пары были открыты много столетий спустя. Следовательно, для человека, жившего в первом веке и интересующегося греческой философией, отношение младшего друга, такого как апостол, к его старшему другу и учителю, такому как Иисус, можно было бы описать как отношение числа 220 к 284. И если мы воспользуемся древнегреческим символом младшего друга, числом 220 как ключом, и прибавим его к 153, то получим 373. Вы можете спросить, имеет ли это число отношение к апостолу Нафанаилу. И на самом деле да. Имя Нафанаила представлено в Иоанна 21:2 как Нафанаил из Каны Галилейской. Никто не использовал как часть своего имени название такой большой провинции, как Галилея, если только он не был ее правителем, или не жил за границей, где не было других людей из его провинции.
Но в древние времена, когда еще не было фамилий, чтобы отличаться от других людей с таким же именем, было вполне естественным добавлять к имени название родного города, такого как Кана. Эта традиция сохранилась даже до эпохи Ренессанса, и мы до сих пор называем художника и философа Леонардо из городка Винчи Леонардо да Винчи. Если мы возьмем имя Нафанаил из Каны, Натанаэль Апокана, из оригинального греческого текста в Иоанна 21:2 и сложим значение его букв, то как раз и получим 373. Возможно, конечно, это просто удивительное совпадение, неизвестное Нафанаилу и его ученикам. Но в древнем мире не было такого количества интеллектуальных развлечений и тем для изучения, как сегодня. Поэтому то, что в наши дни известно только интересующимся древней философией, для древних образованных людей было общеизвестными знаниями. Поэтому очень вероятно, что либо сам Нафанаил, либо его ученик вычел из числового значения его полного имени дружественное пифагорейское число и понял, что числовое значение полного имени Нафанаила представляет собой сумму двух интересных пифагорейских чисел – дружественного числа 220 и 17-го треугольного числа 153. Возможно, это объясняет особый интерес Нафанаила и его учеников к числу 153, а может быть даже является реальной причиной его использования как символа имени Нафанаила в последней главе. Вы можете спросить, почему я искал ключ шифра, такой как наименьшее дружественное число, в пифагорейской нумерологии, а не в Ветхом Завете, как многие другие люди, которые до меня пытались расшифровать значение 153 рыб. Проблема в том, что в Библии так много разнообразных чисел, что очень тяжело выбрать из них то, которое наиболее логично использовать в данном случае. А если вы также используете числовые значения отдельных слов и целых фраз из Библии и на иврите, и на греческом, то вы можете найти практически любые нужные вам числа и подогнать их под любой желаемый ответ. Автору последней главы не имело смысла что-либо шифровать, используя в качестве ключа какое-то непонятное число из Библии. Например, геометрическое значение названия источника пресной воды из книги Иезекииля, потому что откуда его читатели должны были узнать, где искать такой ключ для расшифровки его послания. Заметьте, что я искал ключ к шифру как наиболее явное число в той самой главе, в которой мы нашли наше число 153. Потому что если вы хотите, чтобы кто-то прочитал ваше зашифрованное слово, вы не можете отправить его искать иголку в стоге сена и требовать угадать, какой из десятков или сотен тысяч возможных ключей он должен использовать. Также Евангелие было написано на греческом языке для грекоязычных читателей, интересующихся религией, от которых таким образом можно было ожидать, что они знакомы с древнегреческой философией. При этом единственной известной школой в греческой философии, которая глубоко интересовалась свойствами индивидуальных чисел, были пифагорейцы. На самом деле их любовь к числам, которая позже повлияла на Платона и Аристотеля, была одним из главных источников вдохновения для серьезных математических исследований в мусульманском и христианском мире Средневековья, которые столетия спустя переросли в нашу современную математику, особенно в теорию чисел. И 2000 лет назад в мире, полностью лишенном чисел, как только вы показали бы вашим философски настроенным греческим читателям первого века число вроде 153, вы могли разумно ожидать, что они вспомнят о Пифагоре и пифагорейских числах, а не о гематрии слов на иврите в книге Бытия или Иезекииля или в какой-то другой части Библии. Подавляющее большинство из этих читателей были крещенными язычниками, которые никогда не были иудеями, или не знавшими иврит, кроме как на базовом уровне, евреями из грекоязычной диаспоры. Они не могли искать важные слова и вычислять их числовые значения в подлиннике иудейской Библии на иврите, даже если бы они этого хотели. И напоследок еще одна идея. Хотя, в отличие от нас, люди 2000 лет назад не имели позиционной системы обозначения чисел, философски мыслящие люди, такие как Нафанаил и его ученики, которые считали 3 и 7 символическими числами, вероятно, знали и находили интересным тот факт, что в его полном имени с названием города содержатся 3 сотни, 7 десятков и 3 единицы. И это число, эта комбинация 3-7-3, опять-таки могла быть связана с третьим местом Нафанаила в
списке 7 человек в лодке, ставших свидетелями именно третьего явления Иисуса после его воскресения, о чем нам не поленился напомнить автор. И еще одно замечание в качестве послесловия к послесловию. Внимательные критики могут задать следующий технический вопрос в связи с моей теорией. Натанаэль о Апокана, Нафанаил из Каны, в тексте имеет артикль «о», который я опустил. Естественно, я не являюсь носителем древнегреческого языка и могу ошибаться в этом вопросе. Но древнегреческий язык Евангелия, или кини, также не является родным ни для современных экспертов, включая современных греков, ни для самого Нафанаила. Я знаю точно следующий факт. Использование артиклей в древнегреческих текстах было гораздо менее нормированным, чем в современных языках с артиклями. Например, Стивен Левинсон в своей научной работе 1991 года объясняет, что использование определенных артиклей перед именами в книге «Деяния апостолов» зависит как от того, являются ли они центральными персонажами всей книги, так и от того, являются ли они главными героями конкретной истории. Таким образом, артикли могли быть опущены не только на основании грамматических правил, но и субъективного отношения автора. Другой пример, в котором каждый может убедиться самостоятельно, имя Иосифа Аримафейского в разных греческих рукописях пишется по-разному, с артиклем и без. В одной и той же фразе в Иоанна 19:38 оно пишется как «О Иосиф апо Аримафеес», в Александрийском кодексе V века как «Иосиф о апо Аримафеес», в Синайском кодексе IV века и совсем без «о» в Ватиканском кодексе IV века и в знаменитом издании Нового Завета 1881 года Westcott and Hott. В некоторых современных текстах, например, на сайте netbible.org, артикль «о» пишется в квадратных скобках как сомнительный, как «Иосиф о апо Аримафеес». Аналогичные расхождения наблюдаются в стихе Евангелия от Марка 15:43, который начинается словами «Пришел Иосиф из Аримафеи». Также даже в современных языках с артиклями их часто опускают вне текста, то есть в отдельно стоящих словах или названиях. Принимая во внимание все вышесказанное, я думаю, что по меньшей мере возможно, а скорее всего и наиболее вероятно, что Нафанаил отбросил бы артикль «о» внутри своего имени, используя его как самостоятельное словосочетание для расчета его геометрического значения, что дало бы ему числовое значение его полного имени Нафанаил из Каны, Натанаэль апо Кана, 373.